Всем привет, друзья! Хотим поделиться с вами рецептом и процессом приготовления вот такого тематического тортика к новогодним праздникам. Секрет этого торта в его нежности и мягкости, а сочетание медовых коржей, домашней соленой карамели и вкуснейшего крема-чиз превращают обычный десерт в настоящее удовольствие как для взрослых, так и для деток. Этот торт точно станет украшением праздничного стола, а приготовить его сможет каждый. Приступим к приготовлению теста. Нам понадобится 120 грамм меда, 80 грамм сахара, 60 грамм сливочного масла, чуть больше половинки чайной ложки соды, одно большое яйцо, это 60 грамм, 260 грамм муки. В сотейник мы добавили уже мед и сахар, ставим на большой огонь, и как только видим, что мед начал подтаивать, хорошенько все вымешиваем. После чего ставим нагрев на самый минимальный и оставляем так до полного растворения сахара. Можно периодически подходить и помешивать массу. Если сейчас поставить большой нагрев, то к моменту кипения сахар может не раствориться и сироп быстро начнет подгорать. К тому моменту, как сироп начнет активно кипеть, сахар должен полностью разойтись. Если остались где-то крупинки сахара, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы его было не слишком много. Отключаем нагрев и вносим чуть больше половины чайной ложки соды. Активно мешаем. Масса начнет пениться и увеличиваться в объеме. Под воздействием соды и горячей температуры цвет сиропа начнет становиться более янтарным. Чтобы добиться нужного оттенка, пройдет около минуты, может чуть больше. Но это нужно обязательно сделать для того, чтобы вкус выпеченного теста стал более карамельным. Как только цвет массы становится более ярким, вносим сливочное масло. Лучше, чтобы оно было не сразу из холодильника, а пусть немного полежит на столе до начала готовки теста. Вмешиваем сливочное масло в сироп до тех пор, пока все не соединится. После внесения сливочного масла хорошо виден на дне нерастворившийся сахар. Небольшое количество оставшегося сахара после внесения масла должно полностью раствориться. Сейчас нужно, чтобы масса до внесения яиц немного охладилась, так как если мы сразу внесем яйца в горячую массу, они просто сварятся. Чтобы ускорить процесс остывания, можно переложить в отдельную, более широкую емкость, но это абсолютно не обязательно, можно оставить и в этой кастрюльке, в которой изначально варился сироп. Оставляем так минут на 15, периодически подходя и помешивая массу. За это время она должна хорошо опустить свою температуру. После чего вносим муку и яйца. И начинаем замешивать тесто на низких оборотах миксера, либо продолжить вымешивать все лопаткой. Долго замешивать не нужно, так как тесто песочное и при длительном замешивании оно может затянуться. Поэтому мы немного промешиваем миксером, а затем домешиваем рукой. Готовое тесто получается очень мягким и липким. В таком состоянии раскатать его будет невозможно, поэтому отправляем его в пакет, немного разравниваем, чтобы получился пласт, и кладем в холодильник на несколько часов до охлаждения. После охлаждения тесто становится более плотным, и с ним уже можно работать. Если раскатать его на столе, оно может легко к нему прилипнуть, и переложить потом на противень будет тяжеловато. Поэтому мы делаем это сразу на силиконовом коврике, на котором и будем далее выпекать. Берем чуть меньше половины от куска, посыпаем немного мукой и начинаем раскатывать достаточно тонко, примерно до 3 мм. Если решите сделать потолще, то коржи после выпечки получатся толстоватыми и плохо будут пропекаться.
пропитываться, поэтому старайтесь раскатать тонко. Если в процессе раскатки тесто будет сильно прилипать к скалке, не сыпьте много муки, а лучше положите на тесто пищевую пленку или пакет и раскатайте сразу же по поверхности пленки, так тесто прилипать не будет. Если сильно будете присыпать мукой при раскатке, после выпечки тесто может получиться более сухим. Вырезать мы будем кольцом для выпечки диаметром 21 см, а серединка будет 8 см в диаметре. Для данных целей можно использовать любые подручные средства, к примеру, крышку, либо тарелку, а серединку вырезать стаканом. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 6-7 минут до золотистого цвета. Должно получиться 3 коржа. После остывания они кажутся достаточно твердыми, но этого бояться не стоит, так как после склеивания кремом и карамелью они впитают в себя влагу и станут очень нежными и мягкими. Тесто, которое осталось, мы используем для выпечки элементов для украшения. У нас это будут вот такие снежинки. Тут уже смело посыпаем мукой, так как формочка у нас достаточно узкая и без муки будет все прилипать. Ставим выпекать до золотистого цвета, примерно на 4 минуты. Как только коржи остыли, начинаем готовить крем. У нас будет классический крем-чиз. В емкости мы уже отмерили сахар, холодные сливки жирностью 33% и сливочный творожный сыр, также сразу из холодильника. Мы используем именно крем-чиз, не маскарпоне и рикотта, а именно сливочный крем-чиз. На экране сейчас производители, с которыми мы любим работать. Начинаем взбивать сразу на низкой скорости, чтобы сливки сильно не брызгали, и увеличиваем скорость до максимальной. Сразу крем будет мягким, но нужно добиться его плотного состояния. На это уйдет около 2 минут. Снимаем со стенок миски налипшие ингредиенты и еще раз немного пробиваем миксером, чтобы все крупинки сыра полностью разошлись. Сейчас начинаем собирать тортик. Мы это будем делать на подложке. Можете использовать любую другую ровную поверхность. Для отсадки крема берем вот такую круглую насадку и одноразовый кондитерский мешок. Если у вас нету таких мешков и насадки, можно взять обычный одноразовый мешок и прорезать в нем дырочку. У вас также все получится. Начинаем делать вот такие шарики из крема. Нужно их отсаживать на торт таким образом, чтобы они плотно друг к другу прилегали, так как внутри торта у нас будет еще карамель. И если шарики из крема будут неплотно друг к другу прилегать, карамель может вытекать. Внутри не обязательно делать шарики из крема, а можно просто заполнить внутреннюю поверхность вот таким образом. Карамель мы приготовили заранее. Она у нас полностью охладилась, загустела, и теперь мы ее наносим на внутреннюю часть торта. О том, как готовить карамель, мы подробно рассказывали в предыдущих роликах на нашем канале. Ссылку на процесс приготовления оставим в описании под данным роликом. А также там будет рецепт, нужный конкретно для данного тортика. Но рекомендуем вам готовить двойную партию, так как карамель получается очень вкусной и все ваши домашние жители точно захотят ей полакомиться. Сверху накрываем вторым коржиком и повторяем все те же действия. Кладем последний коржик и верхушку уже полностью заполняем шариками из крема. Такому тортику обязательно нужно дать время на пропитку. Его можно готовить за часов 12, а лучше за сутки до того, как вы начнете его кушать. У нас сейчас вечер. Мы его собрали, завтра утром украсим, а вечером будем кушать. За это время плотные коржи пропитаются кремом, и консистенция всего тортика будет очень мягкая и нежная. Обязательно ставим в холодильник, но следите, чтобы в холодильнике не было посторонних запахов, иначе крем быстро напитается ими. Поэтому лучше закройте торт чем-то прежде, чем ставить его в холодильник.
Украшать такие торты можно абсолютно любым способом. Покажем, как делаем это мы. В декоре мы будем использовать шоколадные елочные шарики, которые мы будем делать при помощи вот такой формочки. Для этого обязательно будем темперировать шоколад. Но в принципе для домашнего праздника этого делать не обязательно. Мы шоколад растопили на водяной бане, затемперировали и теперь заливаем полностью в каждую ячейку. Если вам интересно, как мы темперируем шоколад, сможете это посмотреть в другом ролике. Ссылку обязательно оставим в описании под видео. Переворачиваем формочку, чтобы весь лишний шоколад вытек. Остатки снимаем шпателем и отправляем форму в холодильник на стабилизацию примерно на 15 минут. После чего достаем застывший шоколад из формы. Теперь будем соединять половинки. Для этого мы взяли нагретую тарелку из микроволновки, прикладываем две половинки, чтобы край немного подплавился, и соединяем их между собой. У нас прошло около 12 часов. Теперь мы приступаем к декорированию тортика. За это время торт уже пропитался, и его можно кушать. Но мы кушать будем его только вечером. И за это время он станет еще мягче и максимально вкусным. И получается, от момента сборки торта до времени, когда мы будем его кушать, пройдут сутки. Шоколадные шарики дополнительно покрываем золотым кондурином и украшаем ими тортик. Аналогом таких украшений могут быть просто круглые конфетки. Дополнительно декорируем еще голубикой и орешками. Сверху немного посыпаем еще сахарной пудрой. И все, торт готов. Отправляем в коробку и можно ехать в гости. Готовый вес данного торта вышел 1,2 килограмма. А вариантов украшений и форм таких тортиков может быть множество. Надеемся, это видео было полезным и увлекательным для вас. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в новых роликах.